Сегодняшний вебинар, посвященный здоровью. Сегодня я постараюсь ответить на ваши вопросы. Зовут меня Андрей Дуйко, я руководитель компании «Тибетская формула». Мой сайт tibetan-formula.com и aduiko.com. Итак, сегодня вы задаете свои вопросы, я их вижу и постараюсь на них ответить. Сейчас я посмотрю, прошла трансляция. О, я есть. Сейчас я посмотрю, есть ли звук. И звук есть. И звук тоже есть, ура. Итак, Валентина, 41 минута назад. Добрый вечер, Андрей Андреевич. Прошу вам помочь. Мой внук 4 года, как он спит, вдруг задыхается, не может, дышит и собирает воду в ушах, время от времени сливают ее в больнице. Спасибо огромное вам. Смотрите, то, что у него проблема с ушами, это, скорее всего, отит. И это легко можно исправить или с этим это преодолеть, если начать его лечить. Не просто сливать, а назначить курс антибиотиков местного использования и перорально. Поэтому пусть вам лор назначит данные препараты, и вы сможете благополучно вылечить ребенка. По поводу того, что он задыхается, это, как правило, в таком возрасте является отсутствием или недостаточным формированием и усвоением кальция. Поэтому вот такие апноэ или вот такие задышки или отдышки в ночное время с легкостью излечиваются, если назначить дополнительно кальций ребенку. Обычно это может быть цитрат кальция или глюконат кальция, совершенно все равно, какой из этих препаратов. Можно попросить педиатра, чтобы назначил какой-либо кальций для вашего ребенка. Прием данного кальция уберет вот такие симптомы. Данные симптомы описаны, как раз они говорят о том, что не хватает ребенку кальция, как минерала. Вера Белявина, здравствуйте, дочери 24 года, страдает проблемной кожей, аллергией, гастритом. Дерматолог выписал анализы, повышена фосфатаза щелочная 35, лейкоциты 3,85, эзонофилы 6,0, базофилы 1,3. Смотрите, то, что фосфатаза щелочная и совместно с лейкоцитами, изонофилами и базофилами повышена, говорит о том, что она болеет аллергией, и эта аллергия пищевая. Также необходимо гастроэнтериальное исследование. Дело в том, что, как правило, высокая фосфатаза может говорить еще и о наличии либо беременности, либо энтероколи, то есть вот такой бактерии, которая находится в кишечнике. В любом случае необходимо провести исследование или скрининг кишечный на наличие кишечной палочки энтероколи и в дальнейшем назначить правильный курс лечения. По моему мнению, вот исходя из тех анализов, которые я вижу, у нее есть ярко выраженная аллергия на пищевые продукты. То есть вам необходим врач-аллерголог, также вам необходим врач-гастроэнтеролог. Оба эти врача могут назначить вам правильный курс лечения и все-таки определить, что с вами происходит. Ну, я надеюсь, что она не беременная. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хотела узнать, что можно принимать при переломе. Сломала во время работы, прохожу вторую, снимаю, что все не случайно может связано с кармическим долгом. Может и связано. Итак, что же необходимо делать, если вы поломали ногу? Всегда помните о том, что необходимо увеличить прием кальция. Это кальций, цитрокальцимин, мой препарат, одна чайная ложка один раз в день. Обязательно витамин группы В, желательно, чтобы это был В6, потому что в составе кости находится еще и фосфор, еще и кальций, и всем этим регулирует витамин D3, кальциферол. Поэтому для того, чтобы кости быстрее восстанавливались, необходимо и кальций, и фосфор. Фосфор – это любые витамины группы В, больше всего их находится в моем препарате, который называется Грандис, витаминный комплекс. Одна таблетка 3 раза в день, кальций или цитрокальцимин, одна чайная ложка 2 раза в день, и витамин D3, одна таблетка 2 раза в день. Таким образом, можно еще препарат Мицникистки. Такой препарат есть в моей компании. По одной таблетке 2 раза в день. Итак, сегодняшнюю тему я ее все же начну. А в дальнейшем, если вам будет... Ой, секундочку. А в дальнейшем, если вам будет интересно, я эту тему продолжу. Сегодня я предварительно
разговаривая со своими близкими, столкнулся с тем, что у многих людей, которые на сегодняшний день находятся в стрессе, есть заметное увеличение избыточного веса и с этим связанные большие проблемы. Сегодня несколько слов хотелось бы сказать об этом. Для себя я выписал аж целых 40 пунктов, по моему мнению, 40 пунктов, которые могут помочь человеку в дальнейшем заметно похудеть. Итак, мои рекомендации тем людям, которые хотят на сегодняшний день похудеть, почему мы поправляемся, с чем это связано, как необходимо настроить питание, где найти мотивацию для того, чтобы снизить вес. Как правило, избыточный вес, он связан с, я так считаю, что избыточный вес это накопленные в жировых отделах наши паттерны или наши переживания, и справляться с избыточным весом на самом деле не так уж и легко. Поэтому, когда говорят, что справиться с избыточным весом несложно, нужно или достаточно начать заниматься физическими упражнениями, изменить питание, или там врачи говорят, вам просто нужно вес сбросить и так далее, то я могу сказать, что все не так просто. Если я за 1 час написал приблизительно 40 пунктов, то можно было бы написать их 400, потому что я написал то, что мне вспомнилось. И здесь я постараюсь сегодня в этой теме открыть по возможности как можно быстрее, как можно больше идей, которые, по моему мнению, могут быть характерными для тех людей, которые болеют ожирением, с чем это связано, почему это происходит, где это берется, почему это происходит сейчас осенью, а не весной, как наладить свое питание, где найти мотивацию, что можно кушать, что нельзя, в чем проблемы наши и из-за каких проблем возникает ожирение, какие бывают принципы ожирения. Ну вот эту тему хотелось бы сегодня и обсудить. Надеюсь, вы не против. А после этого я постараюсь ответить дополнительно, если у нас хватит времени, на все ваши вопросы, которые вы дополнительно мне задаете. Итак, ожирение и похудение – это тема сегодняшнего разговора. Первая ошибка, которую вообще человек, не знающий или столкнувшийся с этой проблемой, начинает совершать. Очень часто люди думают, что жир, который или отложения жировые, которые есть в нашем теле, их можно каким-либо образом вывести или выпарить, и обычно начинают использовать для этого мочегонные и слабительные препараты. Смотрите, использование мочегонных препаратов приведет вас к уменьшению калия и кальция. Вы можете на этом фоне получить сильнейший остеопороз, а также может произойти истончение костей тазовой области, тазобедренных костей и так далее, что в дальнейшем может привести к излому тазобедренной кости, с формированием остеопороза и так далее. Поэтому ни в коем случае мочегонными препаратами не пользуйтесь. Также частое использование мочегонных препаратов приводит к уменьшению креатинина и, как правило, к почечной недостаточности, что в дальнейшем может привести к тяжелейшим заболеваниям почек, которые могут, к сожалению, завершиться, ну, в худшем случае заменой почки, донорской почкой, и в лучшем случае к использованию пожизненно диализа и использовать очень часто и по многу препараты с ярко выраженным мочегонным эффектом, по моему мнению, и я считаю это совершенно большой глупостью. На наличие вашего веса это никак не скажется, а вот получить сильнейшее разрушение своих органов вы сможете. И слабительные препараты аналогично. Во время дефекации человек теряет совместно с дефекацией большое количество минерального состава. Это может быть и железо, и кремний, и кальций, что может приводить и к ухудшению работы сердечно-сосудистой системы, мышц, вен, сосудов, суставов, кожи, костей, ну и так далее. Даже миелинового покрытия мозга, что очень часто приводит на фоне приема высокого количества стабильного приема слабительных, может приводить к побочному эффекту. Об этом сказано уже неоднократно даже Всемирной ассоциации здравоохранения к одному из развитию заболевания, рассеянный склероз и Альцгеймера и Паркинсона. Именно поэтому усугублять приемом слабительных, думая, что за счет приема слабительных или мочегонных препаратов можно похудеть, поставьте тире и напишите, никогда этого не делайте. Существуют более гуманные принципы, о которых я сегодня расскажу. Второе. Во время упражнения обязательно должна быть нагрузка на отягощение. Когда вы сейчас
смотрите кого-либо и кто-либо говорит вам, занимайтесь, пожалуйста, физическими упражнениями и так далее. Смотрите, когда вы идете или где-то на тренажере каком-либо находитесь, то закончили идти на тренажере. Обычно, допустим, беговая дорожка. Обычно выбирают такой режим 6,4-7,1. То есть это максимум такой, который есть у большинства людей старше 40 лет. И человек идет 1 час. Вот на протяжении 1 часа, ну, максимально человек накручивает 400-600 килокалорий. Вот эти 600 калорий, которые накручиваются, это реально 6 бананов или там 5 яблок. То есть, когда человек идет, в этот момент он худеет. Когда человек останавливается, его похудение или его уничтожение жира заканчивается. Именно поэтому я хочу вам сказать, старайтесь все делать с отягощением. Дело в том, что любые нагрузки с отягощением, даже кратковременные, заставляют в дальнейшем окисляться мышцы, и в дальнейшем происходит процесс расщепления липидов, и он происходит и в этот день, и на следующий день. Также всегда стоит помнить, что в случае, если после тренировки у вас болят мышцы, можете поставить тире и написать: в этот момент, когда болят мышцы, вы теряете избыточный вес. Когда болят мышцы, происходит процесс увеличения молочной кислоты, что фактически приводит к увеличению мышечного тонуса и уничтожению липидов с снижением холестерина и так далее. Если просто ходить, вот, допустим, человек сейчас может посмотреть видео, советы, которые дают люди в интернете, и там часто вы можете услышать: ходите по вечерам. Я хочу вам сказать, что просто ходить можно, но когда человек просто ходит, особенно в вечернее время, то у него просто развивается мозговая деятельность. Хорошо для сосудов тела, мозга, а вот, к сожалению, похудеть на том, что вы будете ходить по вечерам, у вас не получится. Поэтому я еще не видел ни одного человека, который бы ходил и проходил 10 тысяч шагов на протяжении каждого дня и похудел. Почему я это говорю? Мой опыт говорит об этом. У меня были дни, когда я проходил за 10 тысяч шагов, гуляя сам по себе, или с собакой, или по лесу и так далее. Делал я это на протяжении нескольких месяцев. Так вот, без изменения диеты, без изменения восприятия, без изменения там тех моментов, о которых я буду говорить в дальнейшем, похудеть просто на том, что вы ходите, вариантов, ну, не будет. Итак, в чем же проблема на самом деле, в чем же проблема на самом деле того, что человек набирает избыточный вес? Ну, одна из таких глобальных или больших проблем, которая на сегодняшний день достаточно широко распространена, это прежде всего уменьшение сна. М, а, а, Когда человек мало спит, у него появляется гормон, он называется грелин. Вот этот гормон, это гормон, который в дальнейшем включает у нас синдром или желание голода. То есть чем меньше человек спит, тем больше у него шансов испытывать голод и есть дополнительно или принимать дополнительные калории. Именно поэтому я хочу вам сказать, что недостаточность 1 часа сна, которое мы забираем у себя, нарушая, допустим, циркадные ритмы. Что такое циркадные ритмы? Это реакция нашего мозга на процесс успокоения или включения процесса спокойствия, перехода ко сну, а, который обусловлен освещением, как правило, и это все включается в случае, если в человеческом теле вырабатывается L-триптофан, как бы прекурсор допамина и серотонина. Именно поэтому в случае, если человек не досыпает, обычно это и происходит в вечернее время. На многих телефонах есть функция такая: затемнение экрана или переход к циркадным ритмам, к естественным циркадным ритмам. Вот нужно выставить и обычно смотреть вот эти видео или тиктоки, или новости просматривать на своем телефоне, лежа в постели. Обязательно это нужно делать так, чтобы экран не очень ярко светился. Также, когда человек начинает очень много получать информации, он перевозбуждается, особенно в случае, если информация идет разноплановая. То есть для того, чтобы получать информацию, нужно подготовиться к информации, нужно вникнуть в информацию и после этого забыть. И вот такие процессы, они должны происходить какое-то более длительное время. Обычно они происходят за 1 минуту.
И любая следующая информация обычно это переизбыток информации и нагрузка, психическая нагрузка. Когда у нас происходит психическая нагрузка, то она должна вызывать эмоцию. Эта эмоция либо плохая, либо хорошая. Естественно, с выделением адреналина или серотонина или допамина. В этом случае, когда выделяется адреналин, серотонин или допамин, человеку необходимо дополнительные гормоны. Какие это гормоны? Это L-триптофан, который формируется из холестерина. Именно поэтому, а для того, чтобы холестерин начал выделяться, необходимо, чтобы поднялась соляная кислота или появилась соляная кислота в желудке. Именно поэтому, когда вы вечером ложитесь спать и начинаете эмоционировать или просматривать какие-либо эмоции. Это возбуждает вашу центральную нервную систему, стимулирует выделение соляной кислоты поджелудочной железой, что стимулирует аппетит или выделяет вот этот самый грелин, что приводит к тому, что вам хочется кушать. Именно поэтому в вечернее время лучше всего читать обычную книгу. Оказывается, на сегодняшний день существуют исследования, которые говорят о том, что в случае, если человек 1 час или на 1 час в своей жизни ежедневно увеличивает сон, то на протяжении 1 года он может похудеть от 8 до 15 килограмм, ничего в своей жизни дополнительно не изменяя. Таким образом, просто 1 час дополнительного сна может привести вас к тому, что вы, к своему удивлению, начнете худеть. Но в случае, если вы не досыпаете, и в случае, если вы стараетесь ложиться как можно позже, вставать даже там 10-11 часов утра, ложиться там час-два, вы должны знать, что рано или поздно у вас начнет увеличиваться вес раз. Второе, у вас будет увеличиваться холестерин. Третье, скорее всего, начнут изменяться гормоны. Какие? Половые, как правило. Это же может привести в дальнейшем появлению еще и психических заболеваний. Почему? Именно в ночное время, начиная с 10 часов вечера и до 4 часов утра, у нас выделяется L-триптофан, а это то вещество, которое в дальнейшем должно создать наш гормон радости. В случае, если человек, соответственно, ложится в 2 часа, то гормон выделяется у него только до 3 часов. Таким образом, 1 часа выделения гормона для того, чтобы восстановить процесс радости в нашей жизни, недостаточно. Именно поэтому люди, которые укорачивают свой сон и стараются независимо от того, поздно вы проснетесь или рано, укорачивают свой сон и спят, допустим, там с 2 до 3, то 1 часа обычно недостаточно для того, чтобы ваша центральная нервная деятельность восстановилась. Это приводит к тому, что ухудшается память, ухудшается настроение, появляется угрюмость, появляется раздражительность, появляется ощущение тревожности, появляется ощущение нежелания чего-либо в жизни делать. В дальнейшем это может привести к психической такой пассивности, к затяжной депрессии, к фокальным дистониям, ну и так далее. Следующая, моя рекомендация, не торопитесь утром есть. Дело в том, что если утром не поесть, что же будет? Если утром не поесть, то начнет выделяться холестерин, который вы будете расщеплять. И именно поэтому утреннее время– это время как раз, когда хорошо ничего не съесть. Именно поэтому у многих людей, у которых появляется холестерин в ночное время, эти люди утром не склонны к тому, чтобы кушать. Я считаю, что утро– это хорошее время для того, чтобы выпить прохладной воды, а также утро– это время, когда можно съесть небольшое количество жирной пищи. А почему, я дальше скажу. Время расщепления жиров обычно у нас происходит в утренние часы. Самое опасное, что человек может съесть утром, это небольшое количество или большое количество углеводов. Старайтесь всегда, каждое утро начинать либо с горечи, либо с горячей воды или холодной воды, либо с употребления жирсодержащих продуктов. Сейчас не об этом. Итак, один из ошибочных принципов, которые есть у людей, то, что они считают, что жир может перейти в мышцы, а мышцы могут превращаться в жир. Я это очень часто слышу, и
Я хочу вам сказать, что это неправда. Дело в том, что жир никогда не превращается в мышцы, и мышцы никогда не превращаются в жир. А что же происходит? Мышцы могут превращаться в атрофированные мышцы, уменьшаясь в своем объеме при недостаточной циркуляции крови в мышцах и недополучении белков и аминокислот и азота. И жир может переходить в жир и может увеличивать содержание инсулина в этом жире и в дальнейшем может задерживать холестерин в таком жире, неврозы и так далее. Чем сильнее человек или чем невротичнее человек и его восприятие мира, тем больше шансов у него накопления подкожного жира. Накопление подкожного жира, по моему мнению, есть не что иное, как невротические наши состояния. Это некое одеяло, которым заворачивает себя человек, куда он со своей головы сбрасывает свои психические неуравновешенные, стрессовые или неврозные состояния. Таким образом, увеличение жира есть не что иное, как похороны наших дурных мыслей и переживаний. Поэтому чем меньше переживаний, тем меньше жира. Но не об этом. Что же делать с тем жиром, который находится? Можно ли его закачать или можно каким-либо образом? Мышцы можно накачать. Увеличение физических нагрузок может приводить к тому, что мышцы увеличиваются в объеме. Но при помощи физических упражнений удалить жировую прослойку невозможно. Почему? Потому что в жировой прослойке очень часто отсутствует кровоснабжение. И для того, чтобы уменьшить свою жировую прослойку, необходимо делать массаж. Массаж, похлопывания, какие-либо вибрационные вот такие воздействия. Вот такие вибрационные воздействия способны увеличить движение кровоснабжения, желательно с использованием каких-нибудь мазей или веществ, которые могут разогревать тело, допустим, с использованием кабриного яда или пчелиного яда, с использованием камфорного масла или камфорного спирта или горчичного масла, могут в свою очередь разогревать места жирового отложения. И после чего активное влияние в виде вибрации, либо в виде массажа гораздо эффективнее может помочь вам избавиться от лишнего жирового отложения, чем любое физическое или любое активное физическое упражнение. Всегда помните об этом. Жир не превращается в мышцы, а мышцы не превращаются в жир. А что же такое жир? Жир, как ни странно, это эндогенная жидкость. Когда человек, когда человек хочет пить, то он пьет. Но когда у человека нет воды, то эту воду он может получить с помощью растворения жира. Таким образом, экзогенная вода – это та, которую мы получаем с питьем. Эндогенная вода – это та, которую мы получаем при помощи растворения жира. Именно поэтому, когда человек хочет, чтобы его жировая... Поэтому, когда у нас появляется жир, это говорит о том, что мы хотим пить, и нам не хватает воды. Но здесь пить еще и имеет некую такую двойную сторону, потому что часто люди думают, что пить воду это значит пить ее много. На самом деле это работает не так. Дело в том, что слово много нужно заменить на слово часто. Вот если человек выпивает 1 литр маленькими глотками, но в разное время на протяжении дня, то это гораздо лучше, чем пить за один раз 2 литра или за 2 раза 2 литра. Именно поэтому частое ну, даже смазывание или там питье воды гораздо эффективнее для человеческого организма, так как такая вода, она больше усваивается нашим телом, чем вода, которую мы просто в большом количестве заливаем в себя. Именно поэтому перейдите из состояния фанатично употребляющий стаканами воду на часто пьющий воду, когда ему хочется. Если вы привыкнете выпивать 1 литр воды маленькими глотками в разное время, это приведет вас к тому, что вы заметно уменьшите свой вес, так как в случае, если человек дополучает воду экзогена, то есть из внешнего мира, то эндогенная вода больше не нуждается в ее накоплении. Поэтому накапливайте воду экзогенную, то есть по-другому пейте чаще в течение дня, это заметно улучшит ваше общее состояние, уменьшит вашу жировую прослойку.
Также, если человек потеет, жир уходит. Ну, хорошо, да. Много пьете, жир не нужен, да. Изменяется желание, есть жирное, правильно. В случае, если человек по чуть-чуть на протяжении дня пьет воду и делает это ежедневно, то очень меняется у человека желание, предпочтение, вернее, к употреблению тех или иных продуктов питания. И поэтому, если вы начнете пить водичку по чуть-чуть, но часто, вы столкнетесь с тем, что перестанете хотеть есть более жирную пищу. Дальше. L-карнитин. Существует вот эта аминокислота, о которой я говорю, она называется L-карнитин. L-карнитин это прекурсор, или по-другому это вещество, из которого в дальнейшем делается допамин. Допамин это гормон нашей радости. В случае, если у человека недостаточно выделения или формирования вот этого L-карнитина, то у человека появляется высокое количество липидов и повышается холестерин. Именно поэтому я рекомендую дополнительно в рацион питания для людей, которые болеют заболеванием ожирения, дополнительно вводить L-карнитин как дополнительное вещество. L-карнитин находится в моем препарате, он называется Гепакс. В нем находится два вещества. Это L-карнитин и L-орнитин и L-аргинин. Таким образом, все три вещества связаны с растворением и уменьшением холестерина и с восстановлением функции мозга, с увеличением допамина. В случае, если у человека достаточно вырабатывается допамина на протяжении дня, то у него блокируется желание или подавляется желание дополнительного наслаждения. То есть такой человек, который не может найти для себя радость жизни и думает, что радость может быть только от там интимных отношений или там от денег или еще от стрессов там каких-то и так далее, может в дальнейшем естественным путем видоизменить свой характер, если он дополнительно будет принимать L-орнитин, L-карнитин и L-аргинин. Таким образом, три аминокислоты способны заметно улучшить не только психическое состояние, а еще и изменить сам характер человека, допустим, гулящего на более семейного и так далее. Старайтесь. Одна из самых главных ошибок, которые люди используют, это использование жиров животного происхождения совместно с жирами растительного происхождения. Делать этого ни в коем случае нельзя, даже не делайте этого во время приготовления пищи. В случае, если вы обжариваете жирное мясо, старайтесь делать так, чтобы без добавления растительного масла. Дело в том, что при соединении животного масла с растительным маслом появляются определенного вида канцерогены. Это очень негативно сказывается на работу печени и в дальнейшем может привести к разрушению печени, появлению дополнительного гликогена и перерождению или жировому перерождению печени, к появлению заболеваний печени и так далее. Также ваша поджелудочная железа, она всегда от этого страдает, и вот такие предпочтения, несомненно, рано или поздно могут вас привести к тому, что вы будете иметь избыточный вес. Дальше. Наша еда перед сном. Почему мы хотим кушать перед сном? Дело в том, что это стресс, связанный с психоэмоциональным состоянием дня. Принимайте днем любые седативные вещества. Самые простые седативные вещества это, конечно, просто магний. Но не в виде оксида магния, магнезия, а просто в виде магния вещества или лекарственного препарата. Принимать его необходимо, ну, хотя бы 500 миллиграммов 2 раза в день. В нашей компании он представлен в виде препарата Magnum Cit 300, 1 столовая ложка на стакан воды. Принимайте его 2 раза в день. Если вам хочется кушать на ночь, принимайте днем магний. Нет сил с утра, принимайте кальций. Почему нет сил с утра? Потому что для того, чтобы силы появились, нужно, чтобы у вас мышцы сжимались. То есть необходим адреналин, необходимы силы и так далее. Это может дать вам наличие кальция. Есть ряд заболеваний, которые часто люди путают. И есть заболевание, которое называется гипертоническое заболевание сердца.
Гипертоническое заболевание сердца – это заболевание сосудов, которые спазмируются или которые закупориваются за счет атеросклероза, за счет высокого холестерина, липопротеидов низкой, очень низкой плотности. Таким образом, закупорка этих мелких сосудов может приводить к тому, что, или спазм этих сосудов может приводить к тому, что общий объем сердца увеличивается. Когда общий объем сердца увеличивается, давление увеличивается. Так фактически и происходит появление, ну а что такое спазмирование? То есть спазмирование это мышечное сокращение, то есть его необходимо каким-либо образом удалять. Вот такое мышечное сокращение обычно убирается или устраняется тремя видами. Это адреналином или адреноблокаторами. То есть человек принимает от гипертонии препараты адреноблокаторы, которые блокируют выделение адреналина. Второй препарат – это препараты, которые удаляют гормон, который гипертензин. Это препараты, которые устраняют данный гормон. И третий – это препараты, которые убирают переизбыток кальция. Но этот кальций, который есть, это кальций эндогенный. Эндогены – это которые организм вырабатывает сам. То есть организм берет, но он не знает, сколько ему нужно кальция, но он этот кальций ему необходим. И он его берет, и когда он берет, то делает это хаотично за счет высокого количества адреналина. Он хватает кальций из наших костей, из нашей опорно-двигательной системы, и тем самым приводит нас к развитию полимиелита, остеопороза, и в дальнейшем появляются уже в взрослом или престарелом возрасте такие тяжелейшие заболевания, как остеопороз или развивается остеопороз. Ну и с ним связаны в дальнейшем целый ряд сопутствующих проблем. И, конечно же, здесь сразу же такой вопрос. Нужен ли человеку, который принимает препараты, которые выводят кальций, еще раз хочу сказать, эндогенный кальций из организма, нужно ли принимать дополнительно кальций? И мой ответ такой – обязательно. Дело в том, что наш организм, у людей, у которых появляется гипертоническое заболевание сердца, наш организм нуждается в дополнительном кальции. Именно поэтому я часто говорю, что в случае, если вы болеете заболеванием, гипертоническое заболевание сердца, то вам необходим дополнительный кальций в вашем рационе питания. Самый простой – это препарат нашей компании цитрат кальция, 1 чайная ложка 2 раза в день на протяжении 1 месяца. Вы можете использовать совершенно любой абсолютно биологически активный кальций, там их очень много, компания Тиньши продает, Залгар. Также можно использовать даже препарат, допустим, глюконат кальция, достаточно нормальный препарат. Но не стоит забывать, что кальций или для того, чтобы кальций в нашем организме восполнялся или для того, чтобы кальций усваивался, необходимо знать, что регуляцией кальция занимается витамин D3. Именно поэтому регуляция усвоения кальция и фосфора, которые находятся в витаминах группы В, регулятором того, когда и что вам необходимо, занимается как раз витамин D3, кальциферол. Именно поэтому человеку, который употребляет кальций без витамина D3, ну, считаю, что это совершенно бессмысленно делать, или принимает витамин В3, В5 или В6 или В12 и делает это без витамина D3. Тоже совершенно бессмысленно. Поэтому для комплексного лечения, допустим, гипертонического заболевания сердца, фокальной дистонии, просто дистонии, или даже невроза, я рекомендую использовать метод увеличения приема цитрата кальция совместно с витамином D3 и совместно, допустим, с магний B6. Такие препараты есть в моей компании. Они называются, кальций называется цитрат кальция, или есть еще у нас кальций с черникой, или карбонат кальция. Все эти препараты – это биологически активные виды кальция. Второе, допустим, витамин D3, он у нас идет в дозировке достаточно большой, достаточной, не цитотоксичной для того, чтобы участвовать в усвоении кальция. И третье, это витамин магний B6.
То есть по одной таблетке каждого препарата 2 или даже 3 раза в день. Если дополнительно добавить коэнзим Q10 и курс лечения провести на протяжении 1 месяца, вы для себя откроете то, что в вашем случае заметно уменьшится а, м, а, гипертонические кризы, вы начнете более лояльно и более мягко реагировать на изменения артериального давления окружающей среды, снимется метеочувствительность и метеозависимость, и будете заметнее и лучше себя чувствовать. Поэтому нужно ли снимать при этом прием препаратов? Нет, конечно. Дело в том, что человек очень часто адаптируется к приему препаратов, и организм уже нуждается в определенных препаратах. Не стоит никогда сразу же отменять препараты, стоит это делать медленно, наблюдая и чувствуя свой организм. В случае, если появляется такая необходимость, и во время приема кальция у вас снижается давление и не нужно уже принимать препараты гипертензивные, то можно тогда их отменять. В случае, если этого не происходит, то после приема кальция принимайте вернее, гипертензивные препараты и лечите себя. Дальше. Когда-то очень хороший человек сказал мне такие слова: "Я не люблю диету". Это он мне сказал. Я как-то за столом сидел с ним и говорю: "Вот я это есть не буду, я это есть не буду". А он такой красивый мужчина и говорит мне, Боря его зовут, и говорит мне: "Андрей, ты что, боишься есть?" Я говорю: "Если честно, да. Во мне 118 килограмм, а я хочу весить, ну, хотя бы 100. Вот сейчас я вешу 100 килограмм". И он говорит: "Послушай, ты напрасно это делаешь. Ты не бойся есть, ты бойся мало двигаться". Я вот с ним абсолютно согласен. Люди, которые хотят похудеть, они боятся есть. В случае, если человек не употребляет продукты питания, то у него происходит истощение, и прежде всего истощение мышечной или опорно-двигательной костно-мышечной системы. То есть что происходит? Мышцы становятся ригидными. Я очень часто наблюдаю на пляже женщин, у которых нет ягодичных мышц. Там висят два таких кармашка из кожи, в которых находится жировое отложение, а мышцы необходимы. Прежде всего, когда человек начинает использовать диету, то что из него уходит? Первое, у человека уходит мышечная масса. Поэтому человек, который начинает голодать, прежде всего теряет мышечную массу. Почему человеку хочется кушать? Потому что у него стресс. А что же нужно делать, чтобы убрать жир? Там необходимо делать массаж с нагреванием. Помните, я сегодня это говорил? Если постоянно ограничивать себя в определенных продуктах, то рано или поздно обязательно у вас появится дисбаланс на микроэлементарном уровне. Это заметно, это на 100% уже 100 раз проверено, когда женщина или мужчина длительное время ограничивает себя в чем-то. Дело в том, что наш организм имеет некую такую систему анализа, то есть он записывает все использованные нами в нашей жизни продукты питания, которые мы когда-либо ели. И вот внезапно в какой-то момент человек, сидя за столом, ему хочется лука, или хочется щепотку соли, или хочется дополнительно что-то. И человек говорит: "Нет, я этого делать не буду, я есть это тоже не буду". И с чем это связано? Это связано с тем, что, скорее всего, в данном продукте питания находится элемент или микроэлемент, который более всего необходим в этот момент человеку. Как с этим справиться? В случае, если вы специально соблюдаете диету и делаете это осознанно с целью уменьшения веса вашего, то обязательно используйте минеральный комплекс Минераликс, который есть в нашей компании. Это минеральный комплекс всех минералов, от селена и до железа. Обязательно его используйте. 1 чайная ложка на 1-2 стакана воды выпивайте. 1 чайной ложки данного комплекса Минераликс достаточно для того, чтобы восполнить абсолютно весь минеральный состав, который у вас в вашем теле может быть разрушен, или есть минеральная недостаточность. Дальше. Всегда помните о том, что кислород является мощнейшим жиросжигателем. Активное дыхание свойственно детям. Посмотрите на детей, которые играются. Они очень часто потеют и очень быстро дышат. Посмотрите на людей, которые взрослеют. Они дышат тяжело, дышат поверхностно, вдох и выдох у них уставший. Сегодня я общался с девочкой и обратил внимание на то, что у нее избыточный вес и дышит она очень тяжело.
сам я, когда был достаточно полный, я помню это время, когда, выходя на улицу, я постоянно испытывал состояние, как будто воздуха мне не хватает. Дело в том, что, как правило, человек, который сталкивается с избыточным весом, со временем будет сталкиваться с развитием легочной недостаточности. Именно поэтому я рекомендую людям, которые начнут с сегодняшнего дня обращать внимание на свой избыточный вес, помнить, что активное глубокое дыхание – это дыхание, которое дополнительно окисляет наше тело или наш организм. Такое дыхание помогает. Есть окисление, есть распад липидов. Есть ощелачивание, есть появление холестерина. Наша же задача – это уменьшение холестерина и увеличение распада жировой ткани. Мы над ней боремся. Поэтому, если человек приподнимает голову вверх, при этом делает активное дыхание с глубокими вдохами и выдохами, желательно при этом, чтобы выдох был глубже, а вдох короче. Почему? Такое дыхание называется в тибетской медицине разогревающим или нагревающее тело. Если делать выдох длиннее, а вдох короче, то такое дыхание нагреет физическое тело и начнется процесс, подобный физическим упражнениям. То есть, скорее всего, вы нагреетесь, при этом ваше тело будет активно расщеплять в этот момент по циклу Крепса, активно расщеплять молочную, вырабатывать и расщеплять молочную кислоту, вырабатывая ее за счет разделения холестерина, липопротеидов низкой, очень низкой плотности, липидов. Именно это и называется тем, что мы называем жирами. В этот момент такое дыхание может вам существенно помочь. Дети, которые активно дышат, это дети, которые более худые, дети, которые медленнее дышат, дети, которые более полные. Именно поэтому я всегда говорю, в случае, если вы гуляете, то обязательно дышите активно. Активное дыхание по методу Патрула Далкара, о котором я говорил, либо же дыхание, в котором выдох гораздо длиннее, чем вдох, окисляющее дыхание. Это виды дыхания, которые могут способствовать похудению или быстрому похудению. Не забывайте, что любое дыхание есть накопление в организме или влияние кислорода на наше физическое тело. Кислород – это мощнейший антиоксидант. Оксидант значит расщепляющий или влияющий. На что влияющий? Кислород попадает в каждую клетку нашего организма и специфически воздействует на цикл Крепса. Цикл Крепса – это разделение молочной кислоты на пируват виноградную и аромамасляную, в дальнейшем с выведением из нашего организма или аннулированием ее действия. Так влияние кислорода приводит к расщеплению мономера белка на там, 30, 40, 50, 70 аминокислот и в дальнейшем к расщеплению по циклу Крепса с выделением пируват-киназы. Ну, ладно, об этом говорить не будем дальше. Итак, в диете, которая ограничивает белок, активно расходуется не жир, а мышечный белок. Именно поэтому очень часто женщины, которые начинают принципиально худеть, выглядят в дальнейшем не очень хорошо. Как тело вроде молодое, тело красивое, но отсутствие мышечной массы приводит вот к такой общей дряблости и так далее. Несколько слов еще и о потере у мужчин гормонального статуса. Гормон тестостерон напрямую у мужчин связан с мышечной активностью или мышечным тонусом. Но многие мужчины на протяжении своей жизни часто занимаются анонизмом. Так вот, в момент того, когда происходит оргазм, в момент такого анонизма выделяется огромное количество тестостерона, и этот тестостерон утилизируется или уничтожается. Именно поэтому с уничтожением тестостерона очень часто уменьшается мышечная активность и мышечный тонус. Таким образом, старайтесь уменьшить количество вот таких процессов. В случае, если вы это делаете, увеличьте употребление мужского прекурсора гормона тестостерона. Он называется в нашей компании Трибулус. По 2 таблетки 3 раза в день. Также принимайте препарат, который активирует деятельность всех гормонов, женских и мужских. У женщин это прогестерон, эстрадиол, у мужчин это тестостерон. И у женщин еще и фолликулообразующий гормон. Это препарат мускус. 1 чайная ложка на стакан воды 2 раза в день. Еще 3 килограмма химических веществ в год переваривает человек. Поэтому чем он переваривает? Откуда он берет? Это появление
токсических веществ, которые мы заглатываем в виде пыли, в виде загрязненного воздуха, это гербициды, пестициды, это, по моему мнению, рассеивание определенных веществ, которые почему-то на небе из самолетов высыпают, то есть это связано с чем-то мне непонятными какими-то действиями, и тоже непонятно, кто это делает, трассеры, да, их называют. Тем не менее, я хочу сказать, что есть совершенно категорические такие стопроцентные исследования, которые доказывают, что человек на протяжении 1 года, средний человек, который употребляет продукты питания, покупая их в магазинах, не выращивая самостоятельно, потребляет в среднем до 3 килограммов химических веществ. К химическим веществам могут относиться там, гербициды, соединения аммиака, пестициды, это могут быть соединения азота и так далее. То есть это это оксиды всевозможных металлов, это красители, ну и так далее и тому подобное. Это ржавчина, это просто железо или переизбыток железа в продуктах питания. Это все в дальнейшем очень ударяет на нашу печень. Я заметил, что чем больше человек получает токсических веществ, тем быстрее он поправляется. Таким образом, можно сказать, что организм, отравляясь, получает сигнал, в ходе которого он увеличивает накопление жиров. Именно поэтому я хочу вам сказать, нужно обязательно вот такие токсические элементы на протяжении 1 года из себя выводить. На сегодняшний день существует определенное вещество. Оно называется этилен, диэтилен, этиленмеламид тетрауксусной кислоты. Правильно сказал? Этиленмеламид тетраугсусной. Этилен-диамин тетрауксусная кислота. Вот существует вот это вещество, этилен-диамин тетрауксусная кислота, теперь я буду всегда правильно говорить, используя которое вы можете выводить из своего организма любые химические вещества, которые на протяжении 1 года у вас накапливаются. В случае, если вы это не делаете, что происходит? Первое, происходит накопление токсических веществ в печени, и в дальнейшем изменяются такие результаты, как АСТ, АЛТ, это ланинаминотрансфераза, спартатаминотрансфераза, увеличивается может щелочная фосфатаза, увеличивается иммуноглобулин Е, что в дальнейшем может привести к пищевой аллергии. Также может появляться или увеличиваться билирубин, что в дальнейшем, конечно же, приводит и к общему самочувствию, к токсическому отравлению, к появлению пилонефрита, появлению нефроптозов, появлению там, артрозов, коксартрозов, ревматоидных заболеваний и так далее. То есть это все в комплексе может приводить человека к ряду появляющихся заболеваний. Ну и 3 килограмма химических веществ, они не полностью утилизируются, многие из них накапливаются, что в дальнейшем выходит из нашего тела в виде вот таких, я их называю, билирубиновых камней, которые выходят из человека в тот момент, когда он проводит чистки или очистку своей печени по методу, я не помню чьему, когда там пьет масло, грейпфрут, после этого слабительное и так далее. На самом деле выходят не холестерин, выходят, как правило, вот эти токсические элементы, которые накапливаются, выходят билирубиновые, наверное, камни. То есть вот именно это. Поэтому печень один из самых уязвимых органов. Я считаю, что человек, который болеет заболеваниями печени, будет иметь в дальнейшем заболевания вен. Это, как правило, происходит. Заболевания мышечной системы – это стабильно проявляющиеся миозиты, это воспаление мышечной ткани, будет иметь со временем заболевания позвоночника, и обращать на это внимание есть смысл. Какими препаратами очистить кровь, очистить организм от вот таких металлических или химических отравлений можно веществом, которое называется этилендиамин тетрауксусная кислота. В нашей компании он продается под названием ЕМА.
1 чайная ложка на 1 стакан воды 1 раз в день. Данный препарат, он объединяется с металлическими структурами, с химическими структурами, с радиационными структурами или веществами и не усваивается в нашем организме и выводит их из нашего организма действие его 6 часов. Поэтому 1 раз в 6 часов можно принимать пол чайной ложки на стакан воды или дальше, или даже меньшую дозировку. И 250 грамм данного препарата, который мы продаем, достаточно для того, чтобы провести деинтоксикацию на протяжении 2 недель. Больше делать нет смысла. Всей вашей семье из 5-6 человек. Поэтому смело можете провести вот такую деинтоксикацию и поддержите обязательно печень. Чем можно поддержать печень? В нашей компании несколько препаратов. Один из них называется бетулин. 1 таблетка 2 раза в день. И второй называется тантал, тоже 1 таблетка 2 раза в день. Таким образом, в случае, если человек устраняет у себя минеральный дефицит и устраняет у себя вот такое химическое воздействие или химическое отравление, то это может способствовать в дальнейшем к улучшению самочувствия и к уменьшению у этого человека избыточного веса. Несколько слов, наверное, еще о том, как принимать витамины и когда. Несколько моих таких выписков, таких быстрых, когда нам необходимы какие-либо витамины. Кстати, недостаточность витаминных комплексов может приводить человека к ожирению. Почему? Витамины участвуют в общем метаболизме, в процессах метаболизма, как и минеральные вещества. Недостаточность определенных витаминов может приводить человека к неврозу, или может приводить к анемии, может приводить там, к каким-либо таким заболеваниям, которые в дальнейшем могут влиять на общий принцип ожирения. Итак, когда необходимо принимать и какие необходимо витамины принимать? В случае, если у человека нервозность, депрессия, ему необходимы витамины В1, В5, В6 и В12. Если появляются трещины на губах, сухость губ, очень напугало меня, очень часто люди грызут губы, это говорит о том, что у таких людей не хватает витамина В2. Таким людям я советую принимать дополнительно дрожжи, йогурт, молоко, сыр, твердую пшеницу, отруби пшеничные. Кстати, в случае, если человек часто грызет губы, это говорит о том, что у этого человека есть проблема еще и пищевой аллергии, скорее всего, лактозонепереносимость или непереносимость молочных продуктов питания. Дальше, бессонница, недостаточность витамина В3. В нашей компании витамин В3, он находится в веществе, которое называется рутин, а также в веществе, которое вот мы начнем выпускать, которое называется кверцетин. Также вы можете дополнительно брать витамин В3 из продуктов питания, это печень, каша, анемия, недостаточность фолиевой кислоты, кровоточение десен, витамина С не хватает, плохое зрение, витамин А, он находится в сыре, молоке и помидорах, не имеют пальцы пантотеновой кислоты, злаковые, бобовые и перхоть, биотина не хватает. В нашей компании есть препарат, данный препарат называется Грандис. В этом препарате находится весь комплекс вот этих витаминов, которые могут одновременно устранить и нервозность, трещин губ, бессонницу, анемию, кровоточивость десен, плохое зрение, онемение пальцев, перхоть. В нем находится и пантотеновая кислота, и фолиевая, и биотин, и так далее. Ну что ж, перейдем все-таки к ожирению. Без употребления белков витамины организмом не усваиваются. Именно поэтому я очень часто говорю, что бессмысленно есть зелень, бессмысленно есть фрукты, бессмысленно есть овощи, если у вас нет белка. Поэтому в случае, если человек недополучает белки, а как рассчитать количество белков, которые мы получаем, я об этом сегодня скажу, то, скорее всего, витамины не будут усваиваться, и у вас в дальнейшем будет появляться вот такая витаминная, вот такой витаминный дефицит. Несколько слов еще о коэнзиме Q10. Это витамин от старения, мощный антиоксидант. Через несколько месяцев этот мощный антиоксидант, который усиливает, кстати, усвоение и кальция, и магния, и очень эффективен при заболеваниях атеросклероза развивающегося. Кстати, длительное принятие данного препарата снижает холестерин в крови. Кстати, есть великолепный такой препарат, называется биотин.
тоже снижает холестерин. Можно принимать коэнзин Q10 вместе с биотином. Он будет снижать у вас холестерин и будет устранять в дальнейшем возникновение атеросклероза. Спасибо, Сонечка. Скажите, вы не устали? Мы еще немного поговорим. Если вы не устали и мы еще немного поговорим, давайте поставим. Нас сейчас смотрит 582 человека, а лайков вы поставили всего 230. Вам же не сложно поставить лайк. Поставьте лайк, я буду видеть, что вам интересно, и продолжим. Мне кажется, тема такая выбрана интересная, о ней можно много говорить. Не устали вы, мои хорошие? Ну хорошо, от истощения нервной системы все расскажу. И о молочнице тоже расскажу. Как избавиться от молочницы во рту, не могу избавиться. Для того, чтобы избавиться от молочницы во рту, вам понадобится обычная зеленка. Возьмите зеленку и обработайте во рту, устраните молочницу. Также пропейте мой препарат, он называется Альбикан. Также пропейте нистатины. Желательно нистатин найти совместно с антибиотиком, допустим, пенициллином. Я поставил лайк, не устали. Хух, это же хорошо. Это говорит о том, что есть смысл еще нам поговорить. Итак. Здравствуйте, когда появится в наличии препарат Соник? Прямо сегодня отзвонился мне директор производства и сказал, что с сегодняшнего дня мы отгрузили Соник уже оптовым компаниям, поэтому его можно уже заказывать, приобретать. С завтрашнего дня он появится и в офисе, и в офисах всех остальных, и в наших магазинах. Ну, давайте продолжим. Итак, немного о кальции. Кальций усваивается только с фосфором, я сегодня об этом говорил. А фосфор находится в витамине В6. Отвечать за их равновесие отвечает витамин D3. Именно поэтому мне бы хотелось ответить доктору Бергу, который, конечно же, меня не услышит, но который советует эндокринологам использовать витамин D3 в качестве препарата, который может снизить вес. Так вот, я хочу вам сказать, что бессмысленно пить витамин D3 просто так. Витамин B3 необходимо принимать с кальцием и витамином B6 совместно или любыми витаминами В. Поэтому я хочу вам сказать, если вы хотите, чтобы у вас произошло за счет употребления витамина D3 снижение веса, то принимайте его совместно и с кальцием, и с пантотеновой кислотой, и с фолиевой кислотой, ну и, конечно, с витаминами группы В. В нашей компании препарат с высоким содержанием витамина В – это препарат, который называется магний B6. И второй препарат, который называется Супра, комплекс витаминов с высоким содержанием В6. Также у нас есть препарат, который называется В3, В6, В12. Это 3 витамина В3, В6, В12. Его можно использовать. Итак, витамин D3, карбонат кальция и витамин В6. Принимая все три препарата на протяжении 1-2 месяцев, вы столкнетесь не только с похудением, уменьшением жировой складки, не только с улучшением процесса засыпания и просыпания, но еще и снизите артериальное давление, улучшите состав крови, начнете лучше засыпать, исчезнут элементы одышки и задышки и так далее. Все эти препараты есть, или все эти витамины есть в препарате моей компании. Это Фемимакс, там находится и фолиевая, и патентеновая, а также в препарате Супра. Дальше. Как рассчитать для себя, сколько же белка необходимо? И я хочу вам сказать, что доктор Берг, который говорит о том, что нужно вообще питаться одним белком, он неправильно говорит. Дело в том, что если принимать белка больше, чем необходимо нашему организму, то у нас появляются камни в почках. Именно это и является в большинстве своем тягчайшей и большой проблемой для многих людей. Большое количество употребления белка может спровоцировать появление оксалатов, может спровоцировать появление кальциево-фосфорных соединений. Кстати, кальциево-фосфорные соединения в почках могут быть как бы дебютом развития заболеваний мочекаменной болезни. А почему?
Почему они появились? Потому что не хватило витамина D3. Не хватает витамина D3, мочекаменная болезнь. Не хватает кальция, а не хватает витамин D3 и магний B6, мочекаменная болезнь. Не хватает какого-либо одного из трех компонентов, мочекаменная болезнь. У вас мочекаменная болезнь, у вас появляются камни кальциево-фосфорные, вам необходим D3 витамин. Таким образом, витамин D3 будет регулировать метаболизм и выведение именно вот этих веществ. Поэтому еще раз несколько слов ушел от темы. В случае, если вы принимаете больше белка, чем это необходимо вашему организму, то вы можете быть склонны к появлению в дальнейшем тяжелейших заболеваний ваших почек и к большим таким проблемам, которые возникают на этом фоне. Как рассчитать для себя максимальное употребление белка? Хочу вам дать сегодня максимальную дозу. Рассчитать максимальную дозу необходимо так. Человек должен взять свой рост, допустим, во мне рост там 1,80 м, отминусовать единичку, то есть оставить 80 и умножить на 1,5. Итого получается 120. Так, допустим, если бы у меня был рост, как у Путина, 1,60 м, то я беру 60, умножаю на 1,5, получается 90. То есть для Путина это 90 грамм в сутки, для меня 120. Если я употребляю белка более чем 120 грамм в сутки, то это может в дальнейшем привести меня к тому, что у меня появится заболевание мочекаменное. Именно поэтому всегда старайтесь максимально рассчитывать свою дозировку, больше белка просто не усваивается. Детям не всегда нужен в большом количестве белок, как принято это воспринимать. Дело в том, что у детей есть особые аминокислоты, которые могут формировать белок эндогенно, то есть создавать свои аминокислоты, и до определенного возраста они могут это делать, включая растительные белки, включая там какие-либо аминокислоты, которые там они могут другим образом потреблять через молочные продукты и так далее. Для взрослого организма многое уже недопустимо. Ну что ж, вернемся к теме. От стресса. L-триптофан, который продается в моей компании, он так и называется, L-триптофан. Еще раз, является прекурсором гормона радости, допамина. Его нужно употреблять, чтобы не хотеть кушать вечером. Нам не еда нужна на ночь, а нехватка дофамина или допамина на ночь. Именно его нам необходим. Также радость приносит кофе, шоколад. Но здесь одна такая есть тема. Дело в том, что L-триптофан, он может формироваться только в ночное время, как я сказал ранее. Именно поэтому для того, чтобы устранить неврозы, вновь создать состояние счастья, необходимо принимать L-триптофан прямо перед сном. Также есть такой препарат, не в нашей компании, но вы можете его приобрести, называется мелатонин. Помните, я ранее говорил о том, что существуют прекурсоры допамина. Это L-триптофан и это мелатонин. И L-триптофан, и мелатонин, соответственно, будут формировать и допамин, и серотонин, что в дальнейшем улучшит общую психическую деятельность, сделает ваше, уберет истощение психической нервной деятельности, уберет невротические состояния, в общем-то, неврозы. Но и один, и другой препарат необходимо принимать только перед сном. Днем это делать совершенно бессмысленно. Именно поэтому во многом лечение литием совместно с препаратом L-триптофан, который рекомендуется при лечении, дополнительном лечении заболеваний там, компульсивного расстройства или обсессивного расстройства, в большинстве своем неэффективны, потому что неврологические препараты можно давать в любое время, или психиатрические, нейролептики, или там ингибиторы МАО, а вот прекурсоры, прекурсоры допамина необходимо давать только перед сном. И мелатонин, и L-триптофан лучше всего употреблять перед сном. Немного о хроме. Хром очень важен для углеводного обмена. И даже незначительная недостаточность может привести человека к появлению диабета второй степени. Именно поэтому, если вы перешли возраст 40 лет, и у вас уже достаточно много жира, и у вас уже есть там красивая жировая прослоечка, начните принимать препараты хрома. В нашей препараты хрома очень важно выбирать правильные препараты хрома. Почему? Не дай бог, компания, которая делает препараты хрома, что-то делает не так. А у нас очень часто наша традиционная медицина с нашей традиционной фармацией, ну, делает не то, что нужно, чтобы подешевле, нарушая общие
наверное, законы и там цитотоксичности, ну и так далее. Неважно, в общем. Одним словом, вы должны покупать у компаний, у которых очень хорошие есть результаты, и у компаний, которые давно на рынке, ну больше 10 лет, 12 лет. Принимайте препараты только таких компаний. В нашей компании мной разработан питьевой препарат, который называется гликоцитрохромин с высоким содержанием нецитотоксичного хрома. Я его рекомендую принимать и в виде спрея, потому что в ротовой полости очень часто происходит формирование с изменением или видоизменением белка лизоцим, который у нас находится в ротовой полости, выделяемый нашими слюнными железами. И вот это вещество, которое образуется, это прекурсор появления инсулина. То есть это фактически тот инсулин, но не стоит путать с тем инсулином, который накапливается у нас в жировой клетчатке, который нам вредит. Это тот инсулин, который может стимулировать появление инсулина, воздействуя на островки Лангерганса, которые находятся в нашей поджелудочной железе. Именно поэтому я рекомендую спрей гликоцитрохромин использовать как спрей на протяжении дня. Он еле кислый. Если на протяжении дня его использовать 10-15 раз в день, брызгая просто себе в ротовую полость, то за 1 месяц минус там, от 1,5 до 6 килограммов можно запросто снять. Если дополнительно еще вводить гликоцитрохромин в виде препарата по 1 чайной ложке на 1 стакан воды 1-2 раза в день, то жировая клетчатка будет уменьшаться даже без тренировок, так как хром участвует в формировании и расщеплении, вернее, гликогена в нашей печени, а также участвует в расщеплении жиров и холестерина и так далее. Есть проведенные исследования, которые прям прямо гарантирует уменьшение избыточного веса и гарантирует лечение заболевания ожирения с использованием цитонетоксичного хрома. Так как сам по себе хром является очень опасным элементом, в случае, если применять хром любой другой формулы, то это может привести в дальнейшем человека к тяжелейшему отравлению. Так человек, который когда вообще человек получает первое ожирение? Первое ожирение человек получает в раннем или детском возрасте. Почему это происходит? Для того, чтобы ребенок не мешал, для того, чтобы ребенок не беспокоил, ребенка обычно усаживают перед телевизором, то есть приучают человека жить максимально пассивный образ жизни. Этому способствуют маленькие квартиры, нежелание выходить на улицу и некуда выходить на улицу, да и незачем там может быть опасно. Что в дальнейшем и приводит людей к тому, что они ведут малоактивный образ жизни, пассивный, можно сказать, ригидный образ жизни, что в дальнейшем и приводит к мегапассивности, а углеводы, которые человек принимает, вы же знаете, что углеводы являются элементом радости, то есть углеводы созданы для того, чтобы порадовать наш мозг, и со временем углеводы мы заменяем на алкоголь. Так человек, пассивно выросший в квартире, со временем, кушая конфеты, может плавно перейти на употребление алкоголя и в дальнейшем получать от этого большое наслаждение. Ни в коем случае этого не делайте. Люди очень часто ошибаются, думая, что пища для человека это важно, и считая, что спорт не важно. Так вот, я хочу вас разубедить. Пища для человека это не важно. А спорт и физические упражнения это важно. Животное, мы от животного мира произошли, оно домой забегает или прибегает только поспать, все остальное время оно где-то бегает. Животное не ест каждый день, и животное, в общем-то, чувствует себя адаптированным и к холоду, и к голоду, и так далее. Человек же ест мало того, что 3-4 раза в день для того, чтобы получить радость, он еще и мало движется и мало двигается. Человек не потеет, в туалет не ходит, там писает мало, воды пьет мало, при этом нервничает много, при этом алкоголь еще пьет, и там отравляется 3 килограммами в год токсических химических веществ употребляет и так далее. Это все в комплексе и называется первопричинами появления физических недомоганий или заболеваний у человека. Сегодня спрашивали, соки, Андрей Андреевич, соки полезно пить фруктовые или не полезно? Смотрите, соки, которые вы употребляете в магазине, это коктейль, который сделан из крахмала, красителя и пищевой отдушки. То есть, если вы считаете, что крахмал, краситель, сахар и пищевая отдушка – это
хорошо для человека, ну продолжайте. Я же считаю, что более вредного вещества, чем сок, который продается в пачках или в пакетах для ваших детей, более вредного ничего не существует уже. Я считаю, это а, самое плохое, что мне кажется, что хуже может быть, ну хуже ничего не может быть. Мне кажется, сначала идет Кока-Кола, а после нее уже соки фруктовые, которые с мякотью, там, апельсиновые или яблочные, или еще какие-либо. Эта мякоть, это настоящий крахмал, в воде растворенный, с добавлением туда цветового красителя, химического какого-нибудь, ну, может быть, органического. И с добавлением ароматической отдушки, там, красное яблоко, вкус апельсина и так далее. Это все имеет вид такой, как бы настоящий. Очень редко добавляют туда небольшое количество яблочного сока, в апельсиновый, для того, чтобы хоть как-то сказать, что там есть хоть что-то натуральное. Ну и пишут на пачках фреш, фреш, фреш. Можно ли пить домашний? Да, я считаю, что употребление домашних соков для человека может быть полезным, особенно яблочного. Но минус заключается в том, что яблочный сок может приводить к спазмированию поджелудочной железы и к воспалительным процессам поджелудочной. Поэтому сок не нужно принимать в концентрированном виде, его нужно принимать в разбавленном. Сок, принятый на ночь, восстанавливает психическую нервную деятельность. Также в соке находится пепсин. Пепсин является пектин. Пектин является веществом, которое может помочь формировать сухожилия, хрящевую ткань. Поэтому в случае, если у вас есть проблема опорно-двигательной системы, то дополнительно 2-3 яблочка на протяжении дня или несколько стаканов яблочного сока в течение дня могут отработать как самый настоящий глюкозамин и хондроитин. Ага, вот здесь я написал. Человек должен четко для себя понять то, что еда это не так важно для человека, как он это себе представляет. Спорт это гораздо важнее для человека, чем он думает. И глубокое дыхание, о котором я сегодня говорил, это тотальный залог долгой жизни. Следующее. Половые гормоны, лютропин, фолитропин, эстроген, прогестерон, этим всем дирижирует щитовидная железа. Именно поэтому любое изменение работы или деятельности щитовидной железы приводит человека к ожирению. Эндокринологически мы можем видеть, что и там, допустим, АТТПО в норме, ТТГ Т4 в норме или Т3 в норме. То есть гормоны могут быть в норме, но сама щитовидная железа по внешним как бы, клиническим признакам не в норме. То есть человек имеет ожирение по принципу плохо работающей щитовидной железы. И почему плохо работающая щитовидная железа приводит к ожирению? Дело в том, что это происходит за счет неусвоения белков. Дело в том, что недостаточность кальция приводит к уменьшению усваиваемости белков. Недостаточность фосфора приводит к усвоению уменьшаемости белков. Недостаточность витамина D3 к усвоению, к усвояемости белков. Именно поэтому великолепная и хорошая работа нашей щитовидной железы, она возможна только с дополнительным приемом йода. Это препарат Йодикс нашей компании, одна таблетка 2 раза в день, и препарат, увеличивающий циркуляцию крови в самой железе, который называется у нас тератозин. Тератозин и Йодикс дополнительно может привести вас к заметному похудению, уменьшению жирового потенциала. Если женщина не ест жиров, то у нее опускаются почки. С чем это связано? Оказывается, в случае, если женщина тотально убирает у себя жиры и не употребляет жиры, а есть такие исследования, то у такой женщины развивается ряд заболеваний, среди которых это заболевания сосудов мозга, уменьшение миелиновой оболочки мозга. Так, девочки, очень молодые, очень часто я это вижу. На практике своей, этой практике почти 20 лет, я заметил, что очень часто девушки, которые длительное время соблюдают диету, в этой диете максимально уменьшают количество приема жиров, в дальнейшем сталкиваются с тем, что у них появляется рассеянный склероз. И я вижу, как рассеянный склероз помолодел. На сегодняшний день в моей практике было с 3 десятка молодых женщин до 20 лет даже, у которых
был поставлен диагноз рассеянный склероз. В большинстве своем девушки имеют неврологическое, психиатрическое заболевание. Это либо булимия, это высвобождение желудка с помощью дополнительной стимуляции гортани, либо это специальное ограничивание себя, употребление жиров. То есть это там с появлением доктора Берга употребление одних белков, никаких углеводов, никаких жиров, нам и этого хватит. Что в дальнейшем и приводит к появлению таких вот структурных заболеваний. Но самое неприятное это опущение яичников, опущение почек, из жира, из холестерина. В дальнейшем вырабатывается кортизон. Этот кортизон в кортизол. А он является прекурсором, или то, из чего вырабатывается в дальнейшем женские гормоны. Это лютропин, фолиторопин, эстроген, прогестерон, тестостерон, пролактин. То есть это все у нас вырабатывается за счет жира. Именно поэтому женщине, из-за того, что у нее гормонов больше, смотрите, у мужчин, тестостерон, пролактин, конец. А у женщин лютропин, фолитропин, эстроген, прогестерон, пролактин, тестостерон. Это все у женщин. Именно поэтому женщины склонны к большему накоплению жировой прокладки или прослойки, чем мужчины. Почему? Для вас жизненно необходимы жиры. Не отказывайтесь от жиров. Не делайте этого ни в коем случае. Или в дальнейшем у вас будут тяжелейшие проблемы, связанные с появлением, а я думаю, что отсутствие жиров может приводить женщину к тому, что у нее появляется кисты яичников, пухолевидное новообразование матки, опущение почек, что в дальнейшем может привести к заболеванию почек, почечной недостаточности и так далее. Именно поэтому жиры необходимы женщине обязательно, особенно в случае, если у нее есть тяжелая физическая работа. Инсулинорезистентность. Ну, несколько слов еще об этом. Сахарный диабет бывает двух типов. Первый тип сахарного диабета – это когда поджелудочная железа и ее островки, которые называются островками Лангерганса, названные в честь Нобелевского лауреата, в дальнейшем перестают вырабатывать инсулин. Инсулин является тем веществом, состоящим из 71 аминокислоты, которая может расщепить глюкозу, которая попадает с продуктами питания, углеводы по-другому. Таким образом, расщепляя вот такие углеводы, инсулин, он может из этих углеводов сделать жир, а также этот жир может превратиться в эндогенную или внутриобразующуюся воду. То есть человек получает воду. В случае, если человек недополучает или у него не вырабатывается инсулин, то у человека происходит сильнейшее худение или уменьшение веса. Также человеку все время хочется пить, потому что он недополучает эндогенную воду в виде жиров, и ему дополнительно нужна экзогенная. Ну и человек может умереть от того, что у него появляется высокая глюкоза, то есть углеводы перестают расщепляться. И в этом случае это может спровоцироваться, допустим, перенесенным аутоиммунным заболеванием, вирусным заболеванием, чем-то еще. Стрессом, неврозом и так далее, похудением и так далее. Панкреатитом, закупоркой там, желчевыводящих путей. Ну, там целый ряд может быть каких-то проблем, которые могут привести к появлению заболевания сахарный диабет первого типа. Ну и нас более интересует это сахарный диабет второго типа. Это когда инсулин выделяется, как и раньше, но почему-то он откладывается в жировую клетчатку. Когда он откладывается в жировую клетчатку, то или по анализам крови обычно может глюкоза не подниматься. А вот инсулин, у него там, по-моему, показателя 0,8 миллиграмма. Он может подниматься до одного и одного. И это будет говорить, ну, обычно врачи, эндокринологи говорят, ну, незначительное поднятие инсулина. Но это незначительное поднятие инсулина является мегазначительным, потому что такой инсулин, или это будет говорить о том, что он находится в большом количестве во всем организме, в большом. Именно поэтому на такое незначительное поднятие инсулина есть смысл обращать внимание, потому что это и говорит о том, что вы болеете сахарным диабетом второго типа. Что необходимо или что я рекомендую использовать при сахарном диабете второго типа? Ну, это если начать лечить, то нужно измерить еще индекс НОМа, посмотреть гликированность гемоглобина,
и так далее. Ну, мы сейчас как бы не об эндокринологии, а как бы научно-популярную вот такую беседу ведем, как бы гипотетическую, можно сказать, и пробуем найти первопричины нашего ожирения. Ну вот одна из первопричин это все-таки недостаточная работа нашей поджелудочной железы, нежелание, вернее, достаточно хорошая, наоборот, работа поджелудочной железы, которая выделяет инсулин, и который накапливается на всякий случай у нас в жировой прокладке. Чем его можно из этой прокладки изынять или вытянуть? Я рекомендую использовать мускус, трибулус, глюконорм, спирулину и бетаин. Также всегда стоит помнить, что инсулин и его переизбыток, который возникает в случае, если мы не физически не двигаемся, мало дышим, ведем пассивный образ жизни, сильно переживаем, то именно инсулин и его накопление, вот сам инсулин по себе выделенный в крови или в кровь нашей поджелудочной железой является мощнейшим расщепителем холестерина. Но стоит ему накопиться в жировой прокладке, так он блокирует и тот, который выделяется в кровь. То есть фактически два вида инсулина. Один инсулин, который выделяет поджелудочная железа в русло крови, он должен расщеплять холестерин. Но в случае, если очень много инсулина за счет того, что вы кушаете много сладкого, за то, что у вас нет физической активности и мало дышите, может накапливаться подкожно в жировой клетчатке и за счет неврозов, то именно этот инсулин, он может блокировать работу того инсулина, который находится у вас в крови. Таким образом, накопленный подкожно может влиять на то, что тот, который выделяется в русло крови, не будет работать, что фактически является проблемой, потому что холестерин начинает увеличиваться, ну и фактически липиды перестают расщепляться, и это в дальнейшем просто приводит к накоплению такой жировой прослойки или к накоплению в том числе и холестерина канцерогенного и так далее. Несколько слов о возрасте. Итак, с годами голод увеличивается, а способность сжигать жиры уменьшается. Это необходимо учитывать и начинать принимать антиоксиданты. В моей компании один из самых мощных антиоксидантов – это препарат ДРРС. Это никотиновая кислота в препарате Грандис. Это ну, ликопин, я не знаю, мы его продаем или нет, но бетулин на первое место. Ну и мой любимый препарат, который я рекомендую все-таки принимать на ночь, он называется жир стресс. Он лучше всего работает на ночь. Несколько слов о том, это антиоксиданты. Несколько слов еще и о том, что же может заставить человека вообще начать худеть. Сейчас, когда мы, допустим, с сегодняшнего дня скажем себе, все, я с сегодняшнего дня начинаю худеть, я буду там... И тут такой вопрос, зачем оно вам надо? И как мы ощущаем худение? И здесь такое открытие, вот послушайте, я вам скажу. Смотрите, первое, человеку не важно кушать 3 раза в день. Не важно кушать 4 или 5 раз в день. Это не важно. Человеку даже полезно иногда голодать. И здесь самое важное, смотрите, когда вы испытываете голод, ставьте тире. В этот момент происходит расщепление жиров. Давайте еще раз. Когда вы испытываете голод, в этот момент происходит расщепление жиров. И тот человек, который говорит, я хочу похудеть, он сразу должен поставить тире и сказать себе, тогда я должен радоваться своему голоду. Потому что голод, в ходе которого происходит активное дыхание, это и есть победа над весом, которая вам предстоит совершить в целях достижения своей задачи. Поэтому, когда вы испытываете голод, говорите, ура, наконец-то я начала худеть. Сколько же мне худеть? И дальше вы выбираете по времени. Первый день вы перед тем, как объесться, испытываете голод 1 минуту, на 10-й день 30 минут, и вам повезет, если вы на протяжении месяца будете испытывать голод целую ночь и страдать от этого. Ура! В этот момент вы начнете худеть, потому что именно в этот момент происходит во время того, когда падает глюкоза, а голод это глюкоза падает. В этот момент начинает из-под кожи выделяться инсулин, который наконец-то
начинает вновь образовывать из гликогена новую глюкозу. Таким образом, у нас происходит расщепление нашего жирового отложения. Единственное в диете это уменьшение употребления углеводов активных. Если есть углеводы на ночь, то это восстанавливает работу мозга и память, поэтому убирать полностью углеводы у себя нельзя. Если есть жиры с утра, то это повышает иммунитет. Поэтому если человек убирает жиры, у него будут проблемы с иммунитетом. А если полностью убирает углеводы из рациона питания, будут проблемы с памятью и концентрацией. Поэтому и то, и другое нам необходимо. Смотрите, как определить, сколько чего нам нужно. Белки я вам рассказал. Человеку на протяжении дня необходимо не более 40 граммов жиров и не менее 140-200 граммов углеводов. Не менее. Поэтому, а при физической активности углеводы можно употреблять в большем количестве, ну, кроме активных или простых углеводов. Поэтому, если вы, допустим, 100 килограмм весите, вам на протяжении дня надо 100 там, до 120 грамм, сколько я там говорил, 100 грамм, 110 грамм, 100 килограмм, это вес 1,5. И получается 100 грамм, ну, грубо. Если во мне 100 килограмм, 100 грамм, допустим, я съедаю белков, 30 грамм жиров и не менее 120 граммов углеводов. А если у меня физическая активность, то углеводы нужно увеличить. Единственное, какие углеводы не нужно принимать, это, ну, на первое место нужно поставить картофель. И на второе место это в большом количестве белый хлеб, дрожжевой. Их в большом количестве не нужно. В тот момент, как сушеный хлеб полезно принимать, потому что имеет другую формулу и может восстанавливать за счет высокого количества калия работу сердца. Вот. Если есть углеводы на ночь, то это восстанавливает работу мозга и память. Если есть жиры с утра, то это повышает иммунитет. Белки больше всего усваиваются в обеденное время, и для них важен витамин С, который в большом количестве находится в квашеной капусте. Человек должен, это сказал, факты. Боже, сколько ж еще страниц тут, что я много написал. Факты. Если каждый день выпивать один стакан пива за 1 год, человек набирает от 4 до 6 килограмм лишнего веса. Если увеличивать ежедневный сон на 1 час, то за 1 год снизите вес до 15 килограмм. Следующее. Очень важно есть кашу, если они смешанные между собой. Так смешанные каши между собой, допустим, рисовая, гречневая, пшеная или какая-либо другая. Если их кушать, такие каши, то на фоне приема таких каш человек будет быстро худеть. Почему? В этих кашах находится большое количество отрубей или большое количество клетчатки. Соединяясь между собой, наш организм старается больше выделять желудочных соков, выделяются активные вещества, среди которых уникальным является бетаин. И за счет выделения данного вещества происходит уменьшение глюкозы, уменьшение жиров и так далее. Поэтому я уже когда-то рассказывал, что если человек хочет похудеть быстро, пусть возьмет 2-3 каши, ну желательно 2, рисовую, гречневую, смешает их между собой, предварительно отварит и каждый день кушает утром и вечером. Если принимать хотя бы по 4 ложки такой каши ежедневно, хотя бы 1 раз в день, даже в вечернее время, то на протяжении 1 месяца, несомненно, практически на 100% всегда происходит яркое, визуально видимое снижение избыточного веса. Для формирования кишечного иммунитета человеку необходима бактерия. Она называется аскермантия. Я не рассказывал как-то у себя во время проведения вебинара. Она восстанавливается, если в ЖКТ есть кислая среда. Поэтому для того, чтобы белки усваивались, необходима анкермантия. От анкермантии еще и зависит наше и настроение, и страхи. И даже сейчас доказано, что во многих случаях появление панических атак и тревожных эпизодов является следствием уничтожения или полное тотальное исчезновение анкермантии. Людям с низкой кислотностью ЖКТ очень часто необходима дополнительная аскермантия. Поэтому в обед хорошо вместе с мясом
которое, по моему мнению, лучше не жарить, а жарить на углях, или рыбу, обязательно поливать это лимонным соком, а также запивать это стаканом воды с небольшим количеством лимонного сока или несладкий компот, созданный из ягод, но когда он не варится, то есть заливается, засыпаются ягоды, заливается горячей водой, и оно не кипит, а просто в горячей воде длительное время томится. Вот в таком компоте он является мощнейшим антиоксидантом, и в нем находится высокое количество аскорбиновой кислоты, а именно аскорбиновая кислота, такая биологически усваиваемая, именно она и участвует в том, чтобы появлялись дополнительно бактерии аскермансии. Клетчатка, которая находится в псилиуме, кстати, это наш продукт, это естественный сорбент нашего кишечника. Таким может являться, сорбентом кишечника является, вот допустим, человек говорит, у меня панические атаки, я беспокоюсь, мне все время в животе не то, болит желудок, Андрей Андреевич, чем мне помочь? Сырой картофель. Берете сок сырого картофеля, выдавливаете этот сок в рюмочку, 50 грамм утром, 50 грамм вечером. Это питательная среда в виде вот такого естественного крахмала, в котором появляется аскермансия, которая в дальнейшем уничтожит и энтероколи, и амебиозы, и там какие-либо ваши канцерогенные, злокачественные бактерии, там стрептококки, стафилококки и так далее. Анаэробные или аэробные. Но только если пить при этом сок картофеля, но еще дополнительно отруби. Можно пшеничные, можно кукурузные, соевые, какие угодно. Как принимать, кстати, отруби для того, чтобы почистить кишечник? Необходимо их принимать 1 ложка до 1,5 или 2 ложек. Но отруби нельзя есть просто так. Их нужно смешать с йогуртом. Но если вы съели, допустим, 1,5–2 ложки отрубей, то на протяжении дня обязательно пейте много воды. Почему? Отруби до 10 раз увеличивается в объеме, чтобы нигде у вас не было образования там, фекальных заносов, фекальных камней и так далее. С отрубями очень аккуратно, пейте по чуть-чуть их, не начинайте их сразу в большом количестве употреблять. Я вообще всегда говорю, что фанатизм любой это вредно, нам лучше подходит эстетизм. Если принимать отруби, то это гарантированно снизит общий холестерин в крови. Снизит общий холестерин в крови, снизит наш вес. Принимая 1–2 столовые ложки в день, еще лучше добавлять йогурт и наш препарат псилиум и лимонный сок. Это мегасорбент вашего кишечника и питательная среда, которая в дальнейшем даст вам великолепное состояние для вашей анкермансии и создаст хороший иммунитет. Но не стоит забывать, что в случае, если человек принимает отруби, то отруби являются антагонистами цинка. И для того, чтобы не портилась кожа, не появлялись там папилломки, бородавки и так далее, вместе с приемом отрубей принимайте препарат цинка. В нашей компании это глюконат или аспарагинат цинка по 1 таблетке 2 раза в день. О воде. Еще раз несколько слов. Много или постоянно? Вот в чем вопрос. Скорее всего, постоянно, чем много. Принимайте воду между приемами пищи. Самая лучшая вода, по моему мнению, это замороженная вода. Она ощелачивает кровь. Горячая вода увеличивает кислотность. Поэтому в случае, если у вас утром плохой запах изо рта, не торопитесь пить горячую воду, как советуют вам диетологи. Начните с холодной. Сколько нужно ходить? Первое, пока не станет жарко. Жарко – это кровь закислилась. Чтобы этот процесс был быстрее, выдыхайте длиннее, чем вдыхайте. Дождитесь остывания. Делайте вдохи длиннее выдохов, это успокоит и снизит давление. Высокое давление – закисленная кровь. Низкое давление – ощелачена кровь. Каким образом достигается? Смотрите, высокое давление – дыхание, которое ощелачивает. Делайте вдох длинный, выдох короткий. Но худеем мы, когда кровь закислена. Поэтому, если вам необходимо закислять кровь, вам надо делать выдохи длиннее, а вдохи короче. Вновь начинайте движение. Знайте о своем пульсе. Пульс в норме это 60 и до 80. Во время тренировки, ходьбы такой старайтесь, чтобы он не поднимался выше 120. Если это происходит, немного отдыхайте. Очень рекомендую прыгание без скакалки. Не обязательно выходить на улицу, но с глубокими дыханиями, имитирующие движение рук. Занимайтесь часто сексом, от секса худеют, и это очень полезно, а также укрепляет семью.
Итак, для того, чтобы похудеть, количество съеденных жиров на протяжении суток не должно превышать 40 грамм. Итак, диета для похудения: 100 грамм белка, максимально 140 грамм, больше нельзя. Далее 38 граммов жиров, больше нельзя. И 180-200 граммов углеводов, поставьте тире, меньше нельзя. Если человек принимает больше 140 граммов белков, это приведет к мочекаменному заболеванию. Если меньше 180-200 граммов углеводов, это приведет к потере памяти и заболеваниям мозга. И глаз, кстати, тоже. Употребляйте на протяжении дня яблоки, они снижают холестерин. На каждое 50 килограмм 2 яблока съедайте. От этого не поправитесь. Что можно есть, по моему мнению, от чего никогда не поправишься? Это ананас, айва, финики, инжир, синий изюм. Их можно есть в любом количестве. Также можно до 30 граммов меда в течение дня есть. От такого количества меда никогда еще никто не поправился. Зеленый чай очень хорошо пить в случае, если нужно быстро худеть. Чем чаще вы будете его пить, тем сильнее происходит процесс оксидации. Так как в зеленом чае находятся вещества антиоксиданты, которые активно расщепляют жиры, участвуют в уменьшении подкожного и жирового инсулина, если можно так сказать. Что необходимо есть? Отруби, каши, вареные овощи, мясо, творог, зелень, квашение. Самое лучшее мясо и рыба, приготовленные на углях и мангале. Организм нельзя ломать. С этим организмом нужно договариваться. Поэтому давайте подведем итоги. На первое место мы ставим активное дыхание. На второе место мотивация, о том, что еда это не самое важное, не самое главное. На третье место мы ставим активность, хоть немного физическую. И четвертое, начинаем лечить свои мозги. Больше спим, в случае необходимо, принимаем больше триптофана, начинаем принимать витамины, минеральные вещества, занимаемся похудением с помощью моего препарата «Жир-стресс» или принимаем препараты для снижения инсулинового накопления или инсулинорезистентности, который называется гликоцитрохромин и бетаин. Таким образом, в комплексе вы сможете похудеть. Нет ничего страшного в том, что мы поправляемся. Это естественная реакция нашего тела на стрессы. И женщины поправляются, как правило, гораздо активнее, чем мужчины, потому что им жира необходимо больше, так как из жира выделяются или формируются ваши женские гормоны. Не хватает в вашей жизни у вас гормонов, принимайте принимайте больше жиров, это будет и меньше углеводов. Это будет способствовать улучшению вашего общего физического состояния. Надеюсь, вам понравился мой семинар. Он был конструктивным, таким объемным и, по моему мнению, даже интересным. Уважаемые друзья, конечно же, ответить на все вопросы практически невозможно, но я готов это сделать. Я готов это сделать, если вы прямо сейчас перейдете на мой сайт. Это сайт tibetformula.ua, tibetformula.com. Я его сейчас вам сброшу вот прямо сюда, прямо вот сюда в ваш чат. Прямо сейчас перейдите в закрепленное в чате сообщение, там написано tibet-formula.com вебинары. И вот там, где находится вебинарная комната, напишите свои вопросы. И я обещаю, что сегодня и завтра я постараюсь ответить на все вопросы, которые вы мне задаете. Поэтому обязательно по всем вопросам, которые вы сейчас задали, не стесняясь, переходите и задавайте. Я отвечу, мои помощники ответят, и сегодня и завтра мы это сделаем. Также вы можете познакомиться с вебинарной комнатой, с самим сайтом по данной ссылке. Здоровым быть легко, поможет нам Дуйко. Я надеюсь, эта информация была вам полезна, и в дальнейшем вы ее сможете для себя использовать. Внимательно просмотрите еще раз данное видео, оно имеет огромное количество
Вот такой, наверное, для вас полезной информации. Итак, сегодняшний вебинар у нас был связан с ожирением и похудением. Как изменить и что необходимо есть, как изменить рацион питания и почему мы поправляемся. Что в этом участвует, как неврозы влияют на появление жировых отложений, как гормональный фон действует, что такое аскермантия и почему необходимо есть отруби, как изменить свой рацион питания и почему необходимо глубоко дышать. Об этом сегодня было в моем вебинаре. Еще раз спасибо, до свидания.